И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. События и неожиданности в вашей судьбе до конца апреля. Давайте с вами узнаем, что же нам расскажут и, главное, покажут карты, потому что старинный цыганский пасьянс – это всегда демонстрация тех событий, с которыми вы можете столкнуться. Без ненужной философии, а вот так вот конкретно. И, конечно, останемся реалистами. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла также. Должна сказать, что до конца апреля, с учетом перехода Урана в знак Зодиака Близнецы, а вас соединяет с Близнецами, если так можно сказать, одна планета-управитель – Меркурий. Так вот, тут могут быть в каждой судьбе. Неважно, к какому знаку Зодиака мы относимся, но так или иначе это будет оказывать влияние на вашу жизнь. Но вот поэтому будьте готовы, в принципе, к неожиданным новостям, к повороту событий, к такому, которому, вы даже, может быть, и думали об этом, но, в принципе, как будто ничего не располагало, поэтому внезапности могут быть. Но пока в первом ряду я не заметила у вас совпадений, поэтому пойдем дальше. Вообще, когда нет сразу таких вот совпадений, в принципе, спокойное течение жизни. И смотрите, скрещенные мечи – это внутреннее состояние тревоги. У кого-то это тревога по поводу личной жизни или какого-то вопроса, который касается места проживания, дома. Но тут все равно взаимодействие, ведь лебедь выпадает. И эти мечи это не переложишь на что-то реальное или на то, что на самом деле происходит. Это наше ощущение, это наши эмоции, это какой-то такой глубинный, может быть, и страх или сомнения, которые длятся или присутствуют в вашей жизни уже давно. И они вам где-то могут даже мешать. Потому что вот, да, чувство тревоги, в принципе, это не полезное состояние. А тут как будто у вас спокойное течение жизни, мы говорим, любовь, верность, искренность. Для тех, кто один или одна, может быть, и будет контакт с каким-то человеком. Я не исключаю, может быть, и новым человеком, который вас чем-то вдохновит, может быть, и так тоже. Ладно, смотрим дальше, что для моих любимых, дорогих дев. Не так и много совпадений. Ну ладно. Вот как будто бы до конца апреля, может быть, под самый конец апреля, какая-то победа у вас будет в чем-то. Флаг – это всегда победа. Ну, давайте разложим до конца. Победа. Шикарно. Очень люблю это значение. Ангел. Это как и высшие силы помогают. Но тут это, знаете, как доброжелатель. Это правда со стороны какого-то человека. Но больше тут нам, конечно, про любовь говорят, потому что есть лебедь. Но мы все разные. Это тот человек, который вам желает добра. Это тот человек, который, может быть, вам чем-то помогает. Или есть доброе участие кого-то. Или тот человек, который за вас, мои дорогие, переживает. Смотрите, и правда, тут личная жизнь. Подкова, символ семейного счастья, так трактуется в этом пасьянсе. Более того, у нас еще с вами год огненной лошади. И раньше это был символ удачи. Здесь, может быть, за счет где-то года, да, и вот этих сил, как огненная лошадь, смена быстрая событий, вот я такого не исключаю. Поэтому не тушуйтесь, если что-то меняется, значит, вот словно ангелы-хранители или что-то для вас будет складываться со знаком плюс. Может быть, и придется рассмотреть новый вариант, новое взаимодействие, у кого-то новая дружба, новое знакомство, может быть и так, я тоже не исключаю. Но значит, все то, что происходит, имеет для вас какой-то смысл, как и к победе, так и, может быть, изобилию, процветанию, смене места жительства, у кого-то может быть и так, потому как, иногда подкова будет говорить, пусть вы это не сейчас буквально меняете, но это то, что вы планируете. Смотрим, что у вас еще совпало, и в нашем пасьянсе мы можем соединить значения крайних карт, которые в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Я еще тут вижу, правда, вот вы смотрите, у вас победа и ангел, а тут у нас получается тревога, а тут у нас месяц. Это сомнения. Ну вот какие-то сомнения.
Ну, куда их деть, правда? Ну, бывает такое. Не сомневайтесь в чем-то. Я должна сказать, что для вас судьбоносный момент в чем заключается. Если мы говорим, что меняются как энергии в апреле месяце, но это словно, знаете, невидимый небесный мост, который связывает прошлое и будущее. В это время у нас словно преломляется реальность. И если раньше, вот откуда могут быть сомнения и тревога, если раньше наша жизнь напоминала линейную, скажем, функцию, а здесь получается какой-то сумбур, сумятица, все перемешано. Но благодаря именно этому, как будто прошлое может встретиться с будущим. Что я имею в виду? Ваша мечта. Или ваш какой-то план, который вы отложили в дальний угол стола. Или пусть это будет касаться вашего творчества, построения карьеры, самовыражения, самое главное. Потому что Уран – это всегда индивидуальность. Вот какой-то вопрос, который как раскрывает вашу индивидуальность, как пространство, Вселенная, мои дорогие девы, вам дают эту возможность. Поэтому, ну, я бы сказала, нельзя упустить время. Может быть, для кого-то из вас и придется важные беседы проводить. Может быть, эти беседы даже будут касаться, ну, людей, которые имеют некоторые ресурсы. Может быть, есть и внутренние страхи по каким-то темам. Смотрите, у вас еще совпадает нож. Вот из-за чего у вас могут быть сомнения. Это могут быть сомнения по конкретному человеку, к примеру, да? Может быть, была какая-то ссора. Все же нож обрисует больше ситуацию ссора. Но, может быть, это произошло уже. Потому что уже как будто вот все же скрещенные мечи, они у нас в начале нашего прогноза находятся. А дальше вот идут такие добрые значения. Ну так отпускайте прошлое, то, что было. Возможно, и придется договариваться или узнавать о какой-то ситуации, как вам нужно, ну, может быть, таким узким фарватером, словно просочиться сквозь какие-то преграды или пройти какие-то неопределенности, скажем так. Но, видимо, не все так однозначно. Ну, даже если нам и приходится где-то корректировать самих себя, но оно определенно того стоит, потому что победа. Здесь на пороге стоят совершенно другие события. Счастье, по сути дела, семейное, может быть, для кого-то стоит у причала до конца апреля. И вам нужно на что-то решиться. Ух ты, как это я самое главное не заметила, мои дорогие. Смотрите, у вас совпадает колчан со стрелами. И в этой колоде карт, это крайние как раз карты, в этой колоде это обозначает полное исполнение желаний. Ну, будем реалистами. Насколько полное, я не берусь судить. Ну, вот, наверное, квинтэссенция апреля с заходом на май, я бы сказала. Исполнение желаний. Видимо, может быть, и мелких каких-то несколько, да, когда было что-то разрозненное. Или напоминало, вот, как знаете, пазлы есть, а сложить мы это не можем. А вот здесь сложится. Не вижу больше совпадений, мои дорогие девы. Давайте пойдем с вами дальше. И узнаем. Хотелось, что не договорила. Основная задача не страдать перфекционизмом. Вы сильные люди. Вы те люди, которые хотят довести, ну, мало, наверное, довести что-то до ума, а потом отшлифовать, отфилигранить, словно это, превратить это в шедевр. Вот вам задача, потому что Уран в Близнецах, это все-таки мы переключаемся с одного на второе. Да, пусть кто-то скажет, не люблю я прыгать тут или сидеть одновременно на двух стульях, а, видимо, придется в этом ваша удача, успех, благополучие, исполнение желаний. И тогда, действительно, это астрологически я говорю, что именно перфекционизм может для вас быть, знаете, как заноза какая-то, мои дорогие. Ну, примите это к сведению. Может быть, кому-то это важно услышать. Не надо вот сейчас отшлифовывать до шедевра. Ваша задача попробовать как можно больше, проконтактировать как можно с большими, может быть, людьми. Или делать, понятно, выводы, или попробовать какие-то разные варианты творчества, труда, может быть, и взаимоотношений. Тут у каждого по-разному. Итак, что нам расскажут карты Таро? Первая карта. Что нового, мои дорогие девы, идет в вашу жизнь до конца апреля? Важное событие. Чем запомнится вам апрель? Кто или что появится неожиданно?
Что изменит вашу жизнь, а может быть и вас самих до конца апреля? В чем ваша сила? Что вас будет радовать до конца апреля? И достанем карту совета и одновременно спросим, а к чему приготовиться, то есть а дальше-то что будет? Итак, первая карта. Что нового идет на ваш порог? Семерка пентаклей – это когда мы ожидаем, ну вот как человек ждет, да, посадил деревья, да, и тут у нас гроздь винограда, такая удивительная, одновременно с нею и пентакль растет. Ну, вообще, гроздь винограда – это символ благополучия, изобилия, процветания. Как будто нужно еще поухаживать за каким-то проектом. Человек пришел в сад, может быть, и решил уже собрать, да, пентакли. Потом посмотрел, что нет, еще пока где-то зеленовато, еще что-то созрело, но не до конца. И взялся как будто косить траву или, ну, сорняки буквально убирать, ухаживать, да. Нужно еще подождать. Вот у вас какой-то проект, который, может быть, был действительно отложен, или вы к нему приступили недавно. Но тут это все равно с элементом новизны, что-то новое, что нужно или требует от вас еще вложения определенных усилий или затрата времени, вашей энергии, ваших талантов. И пусть это у кого-то будет означать, ну, как какой-то проект по переезду, предположим, у кого-то построение карьеры, а у кого-то творчество. Ну, что бы тут ни было, тут все-таки у нас пентаклевая карта, поэтому эта карта может говорить о том, что добрые дела наспех не делаются, все-таки в этой колоде нам об этом говорят. И нужно проявить смекалку и где-то выдержку, терпения. Ну, по этой части вам не занимать ни терпения, ни смекалки. Поэтому, ну, видимо, разделить зерна от плевел в какой-то момент вам придется. Давайте достанем дополнительную карту. Что же идет на ваш порог? О как! Все серьезно. Правда, добрые дела наспех не делаются. Вас ожидает, вот как будто это до конца апреля, ситуация, обстоятельства какие-то. Его величество случай у вас все-таки старший аркан выпадает. Ничто не происходит случайно. Здесь есть, знаете, как планы Господа, они всегда лучше наших, именно на вашу судьбу, на раскрытие ваших талантов, все-таки солнце. Тут что-то будет прояснено, это символ ясности. Но и не случайно у нас ребенок изображен на белом коне. Это какое-то новое творческое начало, это новый жизненный этап. И карта, я ее часто называю, выбора правильного направления, причем эта карта дает четкий срок, 6-8 месяцев. Это тот проект, который потребует вложения ваших сил, может быть, временных затрат энергетических. Чаще все же эта карта будет связана, ну, где-то с вашими достижениями, или с вашей работой, или пусть это даже как самовыражение через творчество, но потом как будто финансы, все равно финансы, они присутствуют. Поэтому не относитесь к чему-то, если я и сказала, перфекционизмом не надо страдать, но и не отказаться, хочется сказать. Ведь кто-то может подумать, да подумаешь, это ерунда, я этому значения не придавала или не придавала. Какая-то белиберда. Раньше пробовала или пробовала, да, и ничего из этого не получилось. Или построение карьеры, тут его величество случай может быть, я тоже не исключаю. Вот для вас апрель вас готовит как будто изобилию, процветанию, продвижению вперед, каким-то возможностям. По семерке пентаклей мы ведь можем отказаться. Не хватило терпения. Или сочли, что это что-то такое, ну, неважное. А мы спросили, что нового идет на ваш порог, новое качество жизни. Вот так. Важное событие, чем запомнится вам апрель месяц, и правда, у кого-то возобновление дружбы. У кого-то, я такое допускаю, тот человек, с которым вы были знакомы. Может быть, были знакомы когда-то давно, и были контакты, а потом по каким-то причинам или были расставания, или вы оказались как на разных континентах, да, ну я утрирую, конечно, но допускаю иногда по этой карте все-таки шестерка кубков идет и ностальгия тоже. Может быть, это и связано будет у кого-то по аркану Солнца, действительно планируемый переезд туда или соединение с каким-то человеком, может быть, и переезд человека к вам, встреча для начала какая-то может быть, или планируемая встреча. У нас 2 детей изображены, и у них белые волосы. В этой колоде карт
она вся построена на символах. Это Таро иллюминатов. И даже цвета важны. Художник прорисовал белые волосы, символ чистоты. А как будто поотдаль благословляет иерофант, буквально так. Какая-то встреча по судьбе. Или возобновление контактов, может быть, с каким-то человеком, тоже по судьбе. Иногда эта карта свидетельствует, ну правда, о старших родственниках, может быть так, или наоборот, о подрастающем поколению, у кого-то так. Вот есть какой-то контакт, причем взаимовыгодный, обмениваются подарками, цветочками дети, поэтому это как будто интересно и вам, и может быть интересно кому-то, или выгодно и вам, и выгодно кому-то, или когда все равно, вот да, здесь все же не случайно детей изобразил, да, художник, еще и с белыми волосами. Тут какие-то взаимоотношения, а у вас лебедь, которые не на меркантильности строятся, а на искренности. Не совсем на интересе, да, хотя я такое допускаю. Тут скорее интерес, когда взаимный энергообмен. Это не игра в одни ворота. Один что-то делает, а второй ждет, например, да. Нет, вот об этом как раз не говорит карта. А когда это желание двух людей. Но свобода от меркантильности, она присутствует. Искренность сама по себе. Очень интересно, мои дорогие, вот чем запомнится вам апрель. Кто или что появится неожиданно. Глаза разбежались. Так и хочется сказать, глядя на эту карту. По семерке кубков, словно даже человек, который нам прорисован, вот так руками развел. Ну надо же, вот прям все. Это что, мне? А у вас здесь очень интересно, мы помним, да, у вас в пасьянсе полное исполнение желаний. А карта нас конкретизирует. Много соблазнов, много интересов, может быть, даже ваших. Может быть, вы такая многогранная личность, и я точно знаю, что среди вас таких очень много. Как и людей творческих, так и людей стабильных, надежных. Вы можете оказаться перед каким-то сложным выбором. Причем он приятный. Он сложен именно тем, что... Ну как же на это согласиться? Или чему отдать предпочтение? Именно чему отдать предпочтение? А кубок как будто мы можем взять только один. Поэтому по этой карте мы как будто можем терять даже время. Или создавать себе иллюзию, к примеру. Ну, сегодня есть эта возможность, ну, значит, и завтра будет, а завтра не будет. Ку железа пока горячо. Давайте еще одну карту достанем. Кто или что конкретно появляется неожиданно? Сомнения снова, мои дорогие. По Луне, хотя и не только Луна, ведь это наши тылы, это наш дом, это переезд или поездка, или то место нашей безопасности, кстати. Пусть не в этой колоде, ну, в другой колоде, но карта нам говорит, нам не к волкам и не к шакалам, нам как будто между, да, волк и шакал воют на Луну. Ну, шакал просто смотрит, а нам как будто вот по этой узенькой дорожке между нужно пройти. Вот я говорила, да, вам как будто узкий фарватер, как, знаете, протиснуться бочком в какой-то ситуации, видимо, придется и сохранять себя, сохранять где-то молчание. Остерегайтесь толпы, мои дорогие. Вот если вы оказываетесь в ситуации, пусть это даже на вашей работе, на работе такое бывает, да, какие-то коалиции, конфронтации, одна часть за, другая против, одни кричат, нет, вот ты должен к нам примкнуть, другие, да нет, вот это ты только с нами должен быть, так вот вам и не туда, и не туда. Если вы оказываетесь на улице, во внешних каких-то событиях, среди толпы, вам тоже в другом направлении, это как символ вашей безопасности. Сами будьте той кошкой, которая гуляет сама по себе. Как минимум, апрель месяц это точно. Как-то правильно провзаимодействовать нужно. Слушайте свою интуицию, эта карта будет говорить, что пусть что-то пока не укладывается в рамки понимания. Пусть то, что пока невозможно просчитать буквально, может быть математически, а интуиция как будто подсказывает, то тут нужно именно слушать голос собственной мудрости. Душа, она мудрая. Вот таким непростым способом у вас как будто работает колесо фортуны. Ваша фортуна, мои дорогие. Аркан Солнца и аркан Фортуна. Да, у вас 3 старших аркана. Смотрите, какая удивительная конфигурация, мои дорогие девы. Фортуна. 2 светила с противоположными энергиями. С одной стороны Луна, сомнения, неопределенности. Тысячи каких-то еще темных закоулков или непонятных историй. А все-таки Солнце.
Можно сказать, это с этого у нас начался расклад, поэтому в сторону Солнца. Вот, видимо, какой-то очень серьезный выбор. Вы будете перед этим выбором. Может быть, это то, что будет, знаете как, решаться в течение апреля, но закладывать какую-то основу до конца 2026 года, а возможно и на более долгий период. Тут какой-то судьбоносный выбор у вас может быть. И не потеряйте времени, потому что фортуна всегда это карта скорости. Мы знаем, если глядя так со стороны на колесо, кажется, как будто оно идет наверх. Вот достигло верха, да, или вот этого пика, а потом оно идет вниз. То есть вся наша жизнь, она циклична. Есть и подъемы, есть и спады. Вот когда карта выпадает, вы сейчас на подъеме. А потом будет неизбежно какой-то спад. Поэтому как можно больше, может быть, не только до конца апреля, но и быть такому, знаете, очень цепкому, внимательному до конца года, потому что так будут складываться для вас обстоятельства, как ваша миссия. Вот я в своих прогнозах уже не первый раз для вашего знака подмечаю, что что-то такое, как, ну, может быть, это у кого-то и правда миссионерство, волонтерство, но для кого-то это раскрытие ваших талантов, ваше видение. Не упустите, мои дорогие девы, такой очень благоприятный момент. Нам ведь не говорят, что это будет просто. Все-таки сомнения будут. И не всегда нам, как, знаете, широким шоссе придется пройти, а где-то и извилистая дорожка между двух вот этих вот непонятных персонажей. Или часто у нас башни, да, тут тоже башни присутствуют. Нам не надо в эти башни. Нам не нужно никому примыкать. Нам вот именно самим по себе. События, которые изменят вашу жизнь, а быть может и вас самих. Карта информационного хаоса, когда вы оказываетесь среди людей, как и не вполне надежных, так и среди разрозненной информации. А тем не менее, карта всегда пятерка жезлов говорит, тебе придется перепроверять или работать с информацией. Вам придется выстроить какое-то свое суждение по поводу некоторых обстоятельств или того, что происходит вокруг. Может быть, перелопатить кучу этой информации. Для кого-то из вас придется отправиться к специалисту, потому что среди вот этого информационного потока или хаоса есть одно рациональное зерно, которое для вас и означает изобилие, процветание, как путь наверх, десятка пентаклей, когда можно и создать семью, теплый уютный дом, надежное место безопасности, причем не приблизительно, а что-то конкретно. Но начинается все с неразберихи, мои дорогие. Поэтому будьте готовы, что, наверное, вот эта луна, слушайте свое как подсознание, интуицию. И вот, наверное, быть немножко самому по себе или самой по себе, это и есть как раз в конечном итоге достичь той окончательной точки или того итога, который вас будет радовать. Я должна сказать еще и также, правда, возможность заработать деньги. А у нас с вами время такое, пока Уран в Тельце, вот до 26 апреля. Вы скажете, а при чем тут я? Я дева, а при чем тут Телец? Но именно вот эти последние дни Урана в Тельце помогают знакам зодиака стихии Земли и воды, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. И потом, когда перейдет уже Уран в Близнецы, все то, что я уже где-то говорила, не буду повторяться, но для вас это как новое амплуа или как жизнь с чистого листа. Это как, знаете, вы, может быть, и завершаете сейчас, расставляете все по местам. Нужно некоторые последние аккорды как будто проиграть, в чем-то разобраться. Но от этого вы больше перед собой откроете перспектив. Вот тут будет что-то меняться у вас. Может быть, и по части и денег, и работы, и личной жизни, и вашего места пребывания. В чем ваша сила? Что вас будет радовать? Какой-то новый проект. По принципу Пентакли это всегда, ну, такая дорога, которую мы проходим. Кстати, иногда, я говорю, марафонский забег здесь прописано в этой колоде. Марафонский забег лет на 10-20. У кого-то начинается в апреле, да, как фортуна, запускает свой новый цикл. Далее вы занимаетесь до конца 2026 года, но это тот проект, который перерастет на долгий период времени. И вполне вероятно, вот как начало, да, вот эту денежку несет одну,
Принц очень так торжественно. Он сам ее заработал. Вот какие-то первые шаги он делает, и он очень вдумчив. Это самый внимательный принц, самый такой продуманный пусть, но не без этого, а потому что нужно все подмечать. Приходится все анализировать. Да, где-то быть и прагматиком, ну, наверное, и творцом одновременно, потому что мы ведь еще не знаем, с чем мы столкнемся. Но это когда мы уверенно, но верно отстраиваем свое благополучие. Пусть это искусство таких мелких, но надежных шагов. Это те перемены, которые последуют на долгий период времени. А выбор вы делаете именно сейчас. Карта совет или к чему приготовиться? Все-таки у вас много старших арканов, мои дорогие. Карта башни – это всегда как какая-то структура, система, сложившийся порядок. Вот это к чему приготовиться. Это будет как ломка какого-то шаблона. И старший аркан – это всегда внешние события. То есть это для нас пространство, Вселенная теперь формирует вот именно какие-то обстоятельства, с которыми вы должны разобраться. Тут у вас намного серьезнее может касаться какой-то выбор. Почему? А потому что будут переменные, может быть, у кого-то в законах, да, может быть, в той местности, где вы проживаете, или будет меняться порядок. Там могут происходить какие-то изменения, которые, ну, тоже для вас не вами инициированы, как бы, но мы можем среди них оказаться. И нам все равно придется, может быть, этот выбор делать, но вам, как пространство, помогает, это правда, фортуна на вашей стороне. Успеть действительно словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Почему я так говорю? Часто я и говорю это, в общем-то, по аркану башня. Тут что-то происходит, как знаете, ведь прообраз – это вообще-то тюрьма. Старая тюрьма, которая дала трещину, но еще стояла. И вот теперь от попадания молнии эта трещина как расходится, что-то ломается, рушится. И поскольку это какая-то уже, ну, как система или выстроенный порядок, у кого это банально на работе, меняется руководитель, меняется график работы, меняются какие-то приказы, постулаты. Раньше было так, а тут оно тебе эдак уже. Ну, у кого-то это меня смотрят люди из разных стран, у кого-то, в принципе, ваша обстановка, где вы проживаете, либо военные действия, либо на улицу выйти страшно, вот такое тоже, увы, бывает. То есть тут надо себя и обезопасить, ухватить вот эту возможность, потому что там, где вы сейчас, может быть, находитесь, вот эти перемены последуют. Может быть, это будет май, июнь, июль, мои дорогие. А вот карты нам и говорят на 6 месяцев: продумывай, дева, то, чем ты собираешься заниматься. Для вас как будто тут, ну, можно такой красивый такой трамплин, я бы сказала, в будущее создать. Это точно. Вам нельзя как будто, может быть, для кого-то из вас, ну, знаете, нельзя словно остаться в том месте, где вы находитесь. Вот эти две карты. Или как минимум продумать какой-то запасной маневр. Потому что, может быть, не буквально, да, будем говорить, в том месте, а может быть, даже возьмем работу, к примеру, вы ориентировались на одного человека, и это может быть руководитель. Какой-то у вас с руководителем, ну я для примера говорю, общий проект. Так вот, у руководителя будет что-то меняться. И почему вам нужно как будто свою какую-то стратегию, свою стезю? Потому что тройка жезлов – это всегда карта будущего. Поэтому, мои дорогие, приготовьтесь к тому, что вот что-то во внешней обстановке будет меняться. Но для вас это открывает все равно новые перспективы. Но хочется сказать, что тут и сейчас нужно чего-то не упустить. Как будто, посмотрите, если мы говорим «корабль» – один из символов Меркурия, то здесь как будто несколько, 5, мои дорогие, кораблей, хотя и у нас и тройка жезлов. И человек в богатых одеждах ждет, когда же зайдут в гавань эти корабли. Он как будто, по тройке жезлов есть такое, как будто мы уже с чем-то определились, а потом мы притормаживаем, слегка останавливаемся. Это не то ожидание вот где-то, да, когда бесплодное ожидание, бессмысленное ожидание. Мы знаем зачем, мы знаем, понимаем, что нам нужно. Но, может быть, этот человек стоит и анализирует, все ли из прошлого он взял с собой в будущее. А может быть и вокруг, вот как это бушующее море или океан. Но он точно знает, что у него все получится.
даже хоть камни с неба. Хочется добавить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши отклики, душевные, добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, а ссылки я оставлю в описании под видео. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.